Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube платформа 24 каналу. У нас пряма трансляція. Сьогодні 29 грудня, тому попрошу вас традиційно бути активними, якими ви завжди є. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, прописуйте свої запитання і, звісно ж, діліться нашою розмовою. Вітаю нашого гостя, опозиційний політик Геннадій Гудков. Геннадій, здравствуйте. Да, Игорь, я приветствую вас и, конечно, всех зрителей, которые сейчас с нами. Геннадий, ну вот декабрь для Главного управления разведки очень хороший, потому что много есть операций. Это и ликвидация генерала Кириллова в самой Москве. И вот вчера буквально сообщили, что есть взрывы под Москвой, где-то какой-то поезд, который двигался на фронт, тоже подорвали. Об этом еще вспомним. И вот насколько всего этого боится Путин? Потому что вчера, 28 декабря, Путин подписал ряд законов, ужесточающих наказания, цитирую, за вооруженный мятеж и преступления против военной службы, а также утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. И там прописано, что вот главная угроза экстремизма – это Украина. И также он там, среди прочего, подписанных указов, там нету условно-досрочного закола, да, там также очень серьезные будут меры приниматься, если там не санкционированы какие-то митинги. Насколько Путин всего этого боится? Почему он это подписывает? Или это какие-то плановые шаги Путина? Режим у него держится на штыках, а на штыках держатся режимы, которые должны постоянно взвинчивать градус истерики и репрессий. Вот и все. Поэтому они сейчас во все тяжкие пустились. Они всех объявили террористами, военными преступниками. То есть делают просто то, что велел Геббельс. Если ты делаешь какие-то страшные вещи, обвиняй всех остальных в том, что именно они этим занимаются. Путин поступает прямо по канонам, по заветам нацизма, по заветам Геббельса. А помимо того, что они там принимают жуткие законы, драконовские законы, которые усиливают репрессии, сейчас там уже сажают за все, они еще организуют тотальный контроль за населением. Огромное количество камер поставлено. Единственная страна, где есть сотни тысяч камер с идентификацией личности, устанавливается в различных общественных местах, чтобы, да и не только общественных, а у подъездов, на площадках, на стоянках, перед входами в магазины и так далее, с идентификацией личности, что, в общем, по большому счету, за рубежом запретили как вмешательство в частную личную жизнь. Эта вся информация собирается. Сейчас готовится новая система под названием «Меченый атом», это я так ее условно называю, когда каждый гражданин, его местонахождение будет известно. То есть сегодня каждый пользуется мобильным телефоном, и сейчас создается всероссийская система учета местонахождений граждан по их мобильным телефонам. То есть можно будет отследить перемещение, нахождение гражданина, так сказать, от и до. Он попадает в камеры по идентификации личности, он попадает на систему контроля и наблюдения, его слушают, за ним наблюдают. И это происходит в режиме онлайн 24 часа в сутки. Путин жутко боится сдвига общественного сознания. Он боится разрастания каких-то внутренних протестных тенденций. И, естественно, они... там еще есть такой механизм. Вот эта вся репрессивная система, она должна каждый день доказывать, что без нее власть ничего из себя не представляет, не может ни защититься, ни сохраниться и так далее. И поэтому она еще сама придумывает угрозы даже там, где их нет. Это типичное поведение любых так называемых жандармских полицейских структур в период диктатуры, уж тем более военной диктатуры, которая еще вступила в войну. Вот, собственно говоря, как такова примерно обстановка сейчас в России. Люди всего боятся. Боятся говорить, боятся общаться, боятся писать друг другу, боятся любых проявлений какой-то там гражданской позиции. И вот такая обстановка тотального страха. Поэтому вот эта, так сказать, внутренняя миграция, так называемые, люди уходят в эту внутреннюю миграцию, потому что выйти за ее пределы, это означает оказаться на долгие годы за решеткой. В лучшем случае
если там не будешь запытан, если не будешь, там, так сказать, из-за усердия палачей убит и так далее и тому подобное. Ну вот примерно так. Геннадий, конечно, также хотел бы и проговорить с вами авиакатастрофу, да, Эмбраера, который летел из Грозного в Баку, который упал, был сбит ПВО России, упал в Казахстане. Вот только вчера Путин созвонился с Алиевым, он попросил прощения, но как он это сделал? Он не сказал, что это виновны ПВО России. Он сказал, что была атака дронами ВСУ на Грозный и, соответственно, работала ПВО. Насколько эта ситуация повлияет на отношения с Азербайджаном? Потому что вот я читал сегодня утром, что даже Азербайджан меняет как-то правила пребывания россиян в стране, ну потому что там миграционные разные изменения с России ужесточают, и, соответственно, Азербайджан тоже это сделает так вот в ответ России. Ну и вот полетная зона над Россией, вот главная компания Израиля отказалась летать. Насколько это может повлиять? Потому что многие профильные издания пишут, что вот теперь гражданская авиация, будут проблемы с полетами над Россией. Да, видимо, да, к сожалению, потому что это отражается не на Путине, а это отражается на обычных людях. Их отношения там с семьями, с родственниками. Сегодня огромная миграция. Я это, как говорится, на себе чувствую, эти проблемы. И понятно, что и каждый чувствует огромное количество разорванных семей. У них хоть есть возможность там как-то общаться время от времени, посещая третьи страны. Сейчас и это становится проблематичным. Ну, что тут можно сказать? Конечно, поведение российских властей просто вот, как говорится, подлец на подлеце и подлецом погоняет, потому что надо было, что значит дронами, атака дронами. Ну, каждый день атака у вас дронами. Но вы тогда скажите, что вы ни за что не отвечаете, что закройте пространство, не рискуйте чужими жизнями. Своими можете, хотя они своими не хотят. Они хотят чужими жизнями рисковать. Что у вас рукожопы сидят там на локаторах, на радиационных системах и на пусковых установках, которые, так сказать, птицы там не могут отличить от гигантского лайнера. Ну и потом, конечно, подлое поведение властей, типа мы тут ни при чем. Ну а кто же при чем? А кто же при чем? Птицы, которые склевали, так сказать, до дыр фюзеляж самолета. Вы виноваты, вы не смогли организовать, вы не смогли никого предупредить, вы не смогли закрыть при необходимости небо. Делали вид, что у вас не все хорошо. Нам надо тогда честно сказать, мы закрываем такие-то области для пролета лайнеров, потому что мы ни за что ни хрена не отвечаем. У нас, так сказать, там сидят трусы, которые пускают ракеты по всем целям, потому что боятся свою собственную шкуру. Это я про руководство. Вот, поэтому, что, конечно, подлейшее поведение, которое отражает 100 раз уже подтвержденный тезис о том, что в Кремле руководство страны это не люди. Это не люди. Ну что нам, вот, сколько раз можно это одно и то же говорить, чтобы люди могли убедиться в том, что это действительно так. Были бы люди, сказали, да, ужасная ошибка, мы скорбим, мы искренне сочувствуем, мы поможем всем семьям, мы организуем то-то, мы сделаем это. Такое бывает, да, мы виноваты, но мы постараемся исправить отношения и, самое главное, помочь всем тем семьям, ну и, по крайней мере, постараться как-то снизить, хотя это почти невозможно, горечь потерь. Но вот, видите, а это не мы виноваты, а виноваты украинцы, пускают дроны. Не вторгайтесь в чужую страну, и дрон к вам никто пускать не будет. Поэтому просто лишний раз напоминание, что с Путиным иметь дело и надеяться на его человеческие какие-то остатки качеств невозможно. Человек себе вытравил все человеческие качества, это какое-то существо, одержимое только одной идеей сохранения личной власти. Больше ничего у него там нет уже. Геннадий, также Путин подписал указ, и теперь вот Талибан и Хаташа это не организации террористические. Вот и сегодня утром есть известие уже, что талибы начали какие-то атаки на Пакистан.
Я так понимаю, что террористы для Путина это не те, кто убивают, не те, кто делают террористические акты, а те, кто неугодные. А те, кто угодные, можно легко их признавать не террористами. Мы должны с вами четко понять и поставить диагноз. Произошел худший из всех голливудских сценариев. Террористы захватили не какую-то ракетную установку, не подводную лодку, не какой-то корабль. Террористы захватили страну, огромную страну, начиненную ядерным оружием. Они получили полный контроль над этой страной и над этим ядерным арсеналом, над армией. И они начали объединять всех террористов мира в борьбе против человечества. Посмотрите, кто друзья Путина. Талибан, террористическая организация, явно, так сказать, отмороженные, больные. Хизбалла, хуситы, Хамас, кто еще? Самые реакционные режимы в мире, по сути дела, террористические режимы. Северная Корея, Иран. Это самые реакционные режимы людоедские в Африке и так далее и тому подобное. То есть идет сплочение вот этой всей мерзости, вот этой всей в мире под эгидой Путина. И поэтому для него террористы это свои. А все остальные, кто ведет с этим войну, с террором государственным и прочим, это чужие, это враги. Вот, собственно говоря, как в кривом зеркале, когда, так сказать, верх становится низом, не сверху. Все с ног с головы, с ног на голову переносится. И, естественно, они пытаются обвинить, я говорю, они действуют по геббельскому принципу, обвиняя противника в том, что делаешь сам. Вот и все. Я не понимаю, как хотят в мире с Путиным договариваться. Что, уважаемый Владимир Владимирович, вы, конечно, террорист, вы мерзавец, вы военный преступник. У вас руки в крови, но разрешите, мы вам пожмем их. Потому что мы хотим с вами договориться. Да, вы оккупировали чужую страну, вы убили сотни тысяч людей, вы угрожаете нам всем уничтожением. А разрешите, мы пожмем вам руку. А давайте мы с вами договоримся, что вы будете мочить других, а нас не будете трогать. Вот я когда смотрю на все вот эти вот сопляжуйские сюсюханья вокруг Путина, вот у меня возникает ощущение, что они сошли с ума. Многие политические лидеры и, так сказать, те, кто там, какие-то журналисты, газеты, издания и прочее, они вообще не понимают, с кем они имеют дело. Не хотят понимать. Они, вернее, не хотят понимать. Они не хотят понимать, что Россия захвачена террористами, которые угрожают всему миру. Они этого не желают понимать, что эти люди невменяемые. Это люди, вычеркнувшиеся из списка людей. Вот тех людей, которые обладают там различными моральными и нравственными качествами. Ну вот, собственно говоря, мы все это видим. Каждый шаг, каждый день сегодня подтверждает. Ну как вот можно разговаривать с человеком, который на Рождество устроил масштабную ракетную атаку? Сорвал праздник всем. Ну, можно, конечно, праздновать, делать вид, что не замечаешь, что там бомбы падают на украинцев, на семьи, на детей и так далее, на города, на жилые кварталы. Можно, конечно, гулять и сказать, а что там, мы-то гуляем, ну, у них там беда, а нам-то хорошо, что у нас все хорошо, елки стоят, так сказать, рождественские базары работали, все прекрасно. Можно и так себя вести, но это, в общем, по большому счету, подло, а во-вторых, это ненадолго. Потому что террор имеет обыкновение проникать в каждую, так сказать, страну, в каждую семью и так далее. И все это обернется огромной войной, огромным разрушением. Но можно делать все хорошо, все, не замечать, что Путин террорист главный. Где шаги направлены на признание России террористическим государством, спонсором терроризма и так далее? Где вот дальнейшие шаги? Ну вот все кончилось. Все кончилось с ордером Международного суда, который, в общем, никто, по большому счету, ну не то, что никто, но который не выполняется. Ведь как может там Орбан или Фице приглашать Словакию и Венгрию Путина, если они его должны арестовать по международному ордеру? И тогда скажите, что у нас нет никакого международного суда, мы действуем исходя из своих принципов соглашательства и трусости,
или там продажности, все равно у кого чего. Орбан явно, так сказать, там за бабки делает. За что делает Фица, не знаю. Тоже есть подозрения. Вот. Но все же что? Все же понятно. Вы служите дьяволу, вы, так сказать, его пылинки с ним сдуваете. Благодаря вам совершается каждый день убийство. Вашей трусости, вашему соглашательству, вашему оправданию терроризма. Вот если кого и судить за оправдание терроризма, это нужно Орбана судить. Геннадий, вот буквально позавчера я разговаривал с журналистом-расследователем Болгарии Христо Грозев, и он говорит, что у него есть инсайды якобы в будущих возможных переговорах между Россией и Украиной. Якобы Москва не против того, чтобы Украина двигалась в НАТО, но есть условия, чтобы войска Соединенных Штатов Америки ушли из Западной Европы, якобы с Чехией и Польшей тоже. И вот Чехия и Польша против таких вот договоренностей. Как вы считаете, насколько это реально, насколько это возможно, что Россия может согласиться на такие условия переговоров? Я вообще не понимаю слова «переговоры» с Путиным, если честно сказать. Но если уж мы употребляем это не очень правильное слово, потому что это мне напоминает переговоры с Гитлером, то я думаю, что Путин просто издевается. А пусть американцы уйдут. А пусть это, а пусть то. Ну, хотелки называется. Наглые хотелки. Они никакого значения не имеют для с предмета переговоров. Ну, просто повыпендриваться. Я бы сказал более жесткое слово, но оно запрещено. Вот. Поэтому что можно сказать? Начинает выкобениваться диктатор. Диктатор начинает выкобениваться. Почувствовал слабину и начинает выкобениваться. Ну, по-другому и не скажешь. Геннадий, также вот будущий... Можно сказать, опять все запрещено. Оно более понятно, более точно, более эмоционально, но эта лексика запрещена. Геннадий, а как вы считаете, вот 20 января должна быть инаугурация Дональда Трампа, а 17 января президент Ирана прилетает в Москву подписывать стратегические соглашения с Россией. Как это может повлиять? Пазышкинян, президент Ирана, прилетает 17 января в Россию подписывать сотрудничество и там какие-то соглашения с Путиным. Ну что, диктаторы всех стран соединяйтесь. Лозунг-то никто не отменял. Вот они и соединяются, потому что они должны друг друга поддерживать, чтобы их не разгромили, чтобы их не отняли, не лишили власти, не отправили под международный суд или там не посадили на кол. Но вот они это делают, в отличие от мирового сообщества цивилизованного, считающего себя прогрессом человечества. Они это делают, а у нас только очередные Рамштайны, на которых, так сказать, обсуждается, сколько чайных ложечек боеприпасов дать еще Украине. Вот ребята работают, понимают, что работают не за страх, а за совесть, потому что шкуру свою спасают. И надо как-то объединяться. Это единственный способ сейчас выстоять против колеблющихся демократий. Вот они и встречаются. Да плевать им там Трамп, не Трамп, инаугурация, не инаугурация. А что там, какие проблемы? Их же пока, им же ничего не угрожает. А с Путиным еще вот переговор хотят вести. То есть нужно, все кажется, сильнее всех убивать, сильнее бомбить, сильнее нападать, сильнее, так сказать, угрожать. И тогда все нормально. Демократии отступают. Кто же захочет воевать с отморозками? Вот и они пользуются этим неготовностью стран свободы и демократии. Серьезные, так сказать, оказывают противодействие. Как вот может Иран в условиях, когда что сейчас понятно, они сейчас хотят ПВО восстановить. Израиль им разнес все к чертовой матери. И ни один самолет не был сбит. И все не вернулись до одного. То есть понятно, что Иран живет без системы ПВО и противоракетной обороны. Вот они же беспокоились, задергались, куда поехать. У Путина это еще есть.
Он может там помочь с производством, с размещением, с продажей и так далее, наверное. Но это я предполагаю. Потому что больше не ехать некто в Китай, но Китай вроде как бы не хочет так уж такой имидж черной страны, оси зла. Вот они к Путину и поперлись. Но это мое предположение. Я не знаю, да, я думаю, что там много будет других вопросов обсуждаться. В том числе, что делать с трубопроводом, который пойдет скоро через Сирию в Европу, на газовый. Но, тем не менее, я думаю, что там они будут обсуждать, в первую очередь, войну, как выстоять, как победить, как добиться кровавого результата, который им выгоден. Геннадий, с приходом Дональда Трампа 20 января, чего вы ожидаете? Каких-то движений, каких-то переговоров, каких-то давления со стороны Белого дома? И, в общем, у вас негативные ожидания или позитивные, или нейтральные? У меня были нейтральные, но сейчас они смещаются в сторону негативных. Я как вчера там посмотрел, что Илон Маск характеризовал положение в Германии. Хоть стой, хоть падай. Понимаете, вот гениальность в бизнесе, она автоматически не переносится на политику и на другие вещи. Можно быть абсолютно гениальным в бизнесе, вообще быть, так сказать, там, фантастически гениальным. И совершенно бездарным в политике и в какой-либо другой сфере. Просто Маск думает, что он единственный человек, который что-то понимает в мире. Больше всех. Но его заявления, они вызвали шок в Германии. И, честно говоря, я согласен с этим шоком, с шоковой реакцией немецкого истеблишмента на заявление Илона Маска. Он там поддержал, сказал, что там путь Германии вот в таких партиях, как альтернатива для Германии. Все было бы ничего, но это альтернатива для Германии. И считает Путина своим другом, там чуть ли не партнером. И вот тут хоть стой, хоть падай. А влияние Илона Маска, несмотря на то, что аналитики утверждают, и политологи, что между ним и Трампом уже черная кошка пробежала, но, как сказали, что, видимо, интересы настолько глубокие, серьезные и большие, что вот этот конфликт с Сордом, она не будет иметь серьезных последствий. И если Илон Маск влияет на позицию администрации таким образом, о котором мы узнали в очередной раз в Германии, да, поддерживая друзей Путина, то у меня начинает, так сказать, меняться настроение в сторону негатива и негативных ожиданий вот в связи с этой предстоящей инаугурацией вступления Трампа на должность президента Соединенных Штатов Америки. Не знаю, я не понимаю. Еще раз говорю, что... Геннадий, а вы считаете, что Илон Маск имеет такое серьезное влияние на окружение Трампа и самого Трампа? Ну, почему у них там вот этот такой инцидент произошел, как утверждают политологи? Илон Маск считает себя чуть ли не главным в Америке, чуть ли не главным, чуть ли не президентом. Это не очень нравится Трампу, уже начинает не очень нравиться Трампу. Но переплетение их интересов столь серьезно, что оно заставляет их действовать вместе. То есть поведение Илона Маска — это человек, который там серый кардинал Америки. Вот есть президент, о котором я говорю, что надо делать. И он меня слушает. И если он... Бывает такая ситуация. Мы видим в ряде стран роль так называемых серых кардиналов, они сейчас есть. Ну, я там не буду про них говорить, там конкретные страны называть. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. Вот. И поэтому это может такое быть, но надо понимать, какую позицию отстаивает этот серый кардинал. Можно быть Ришелье, а можно быть кем-то иным. Если мы берем исторические аналогии. Да, Ришелье как раз за укрепление был Франции, за ее влияние. Понятно, там не без своих заскоков, но тем не менее. Поэтому вот как-то не очень такая фигура вот этого серого кардинала, на который на себя взял Илон Маск. И пока вот эта фигура все говорит больше о сговоре с Путиным. Мне непонятна причина. Я не могу понять. Это просто какое-то индивидуальное, мне кажется, психологическое восприятие всего того, что сейчас в мире происходит,
человеком, который от политики, мне кажется, он далек. Он думает, что он там ведущий политик мира. Но я тоже могу думать, что я, так сказать, один из лидеров организации балетного искусства. Думать, как говорится, не вредно, даже полезно. Но всерьез воспринимать свои мысли ты можешь только тогда, когда они признаются всем миром. Ну, по крайней мере, вот так. И, честно говоря, меня это настораживает. Настораживают все вот эти заявления, все вот эти вот, а мы тут с Путиным договоримся, а мы тут переговоры. Ну вот, давайте прям по-честному. Ну, какие к чертовой матери могут быть сейчас переговоры? Какие? С позиции слабости? С позиции проигрыша? С позиции соглашательства и умиротворения агрессора? Прощения ему всех грехов, всех смертей, всех убийств и так далее? Такие переговоры должны быть. Ну, о чем вот мы сейчас говорим? По морде бы сначала ему дать, а потом можно уже и поговорить, но с позиции силы. А если поговоришь с позиции слабости, получается плохо. Вот он начинает выкобениваться. А вот мы, американцы, пусть уходят. А вот там должен быть Путин. Мы не против НАТО, но давайте отложим это на 20 лет, а потом посмотрим. А вы мне признаете Крым, а вы мне дайте Кемскую волость, а вы мне дайте это, а тогда я с вами сяду за стол переговоров. Если бы драпала армия, если бы, так сказать, шло наступление, там другие разговоры были. Понимаете? А когда вот довели ситуацию до сегодняшнего состояния, потом говорят, ну давайте теперь поговорим. С кем вы хотите говорить? С главным террористом мира. Ну идите, пожимайте ему руки, улыбайтесь, делайте вид, что вам приятно с этим подлецом говорить. Ну идите, да, что покажите всему миру, распишитесь в том, что вы сопляжули. Геннадий, спасибо за этот разговор. Будем ждать 20 января, когда придет Трамп. И я очень надеюсь, что от вашего негативного пойдет в нейтральный, а потом в позитивный. Я могу только об этом мечтать. Я очень хочу ошибаться. Вот в негативных своих прогнозах я очень сам хочу ошибаться. И я даже буду рад, что я ошибся. Потому что для нас чрезвычайно эта ситуация, ну какой для нас, для всего мира она чрезвычайно важна. И эту ситуацию нужно разрулить правильно, чтобы никому не было повадно взрывать мировой порядок и угрожать миру самоуничтожением. Ну, в смысле уничтожения, разрушения. Я очень хочу ошибаться. Поэтому давайте, конечно, будем ждать 20 января и надеяться на лучшее. Но вот пока есть некоторые сомнения. Будем ждать и встречаться, и проговаривать. Спасибо большое за этот разговор, Геннадій. Спасибо. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Геннадій Гудков, опозиційний політик. Вас попрошу традиційно поставити лайк цьому відео, підписатися, прокоментувати і, звісно ж, поділитися нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимося в ефірі 24 каналу.